Тревога на самой закрытой авиабазе Европы. Кто следил за ядерным оружием НАТО и почему военные оказались бессильны? Пощечина Кремлю – новый мощнейший военный союз двух крупнейших государств. Союзник и противник Москвы объединяются ради мира. Новая война Трампа. Кому теперь угрожает президент и при чем здесь религия? Здание превратилось в пепел, десятки погибших, среди них дети. Праздник жизни обернулся ночным кошмаром. Несчастный случай или чья-то халатность? В России признали поражение на всех фронтах. Минус 250 000 россиян за раз. Официальное заявление правительства об этих и других главных событиях вечера воскресенья 2 ноября. Самые важные и срочные новости, эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в России, Беларуси, Украине и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Тревога в Бельгии. Неопознанные беспилотники над важнейшим военным объектом. Над базой, где хранится американское ядерное оружие, появились дроны. Менее чем через сутки после первого инцидента неизвестные аппараты снова пролетели над бельгийской авиабазой Клайне-Брогель в Лимбурге, одной из самых чувствительных точек НАТО. Это был не обычный пролет, а явно целенаправленная операция. Был применен подавитель дронов, но он оказался неэффективным, возможно, из-за расстояния или радиочастоты. Полицейский вертолет и патрульные машины преследовали один из дронов, но после многих километров в северном направлении потеряли контакт. Министр заявил, что полеты над военными объектами строго запрещены и призвал усиливать бдительность, чтобы поймать пилотов. По его словам, над Клайне-Брогель повышен уровень охраны. Полиция выехала на место, но уже не смогла ничего обнаружить. Однако, конечно, были зафиксированы нужные показания охранников на Клайне-Брогель и занесены в протоколы, и это привлекло внимание различных служб. А сейчас, разумеется, задача The Defense — продолжать расследование и выяснить, в чем именно заключалась угроза. Второй инцидент за сутки и четвертый за последние месяцы. Мэр города Пир назвал происходящее тревожным на фоне нестабильной геополитической ситуации. Авиабаза Клайне-Брогель остается одной из самых закрытых военных зон Европы. Здесь планируется размещение истребителя F-35. По информации западных экспертов, могут храниться американские ядерные боеприпасы. Подобные полеты ранее фиксировались и над другими военными объектами в Эльсинборне и Марше-ан-Фамене. После нескольких лет напряжения Вашингтон и Пекин решили снова говорить напрямую. США и Китай договорились создать новые каналы связи между военными, чтобы избежать конфликтов и вовремя снимать возможные кризисы, сообщил глава Минобороны США Пит Хексет. По его словам, после встречи Дональда Трампа и Си Цзиньпина в южнокорейском Пусане он провел, цитирую, не менее позитивные переговоры с китайским министром обороны в Малайзии. Когда угроза для одного становится известна всем, это во многом гарантирует, что тот, кто сталкивается с агрессией или провокацией, по определению не остается в одиночестве. За последние несколько лет мы стали свидетелями технологической революции в области средств, позволяющих значительно повысить осведомленность о ситуации в морском пространстве. Никто не способен изобретать и масштабировать технологии так, как это делают Соединенные Штаты Америки. И мы готовы делиться этими возможностями с нашими союзниками и партнерами. Хексет подчеркнул, что обе стороны видят будущее в мире стабильности и уважении силы. Он сослался на слова Трампа, назвавшего саммит исторической встречей Большой Двойки, которая должна заложить основу вечного мира и успеха США. В ближайшее время стороны намерены провести еще несколько встреч, чтобы формализовать механизмы военной координации. А Америка может снова открыть для себя Африку, но на этот раз под грохот оружия. Дональд Трамп заявил, что США готовы вторгнуться в Нигерию, если власти страны не прекратят убийства христиан. В Truth Social президент предупредил, помощь будет прекращена, а вооруженный ответ – это вопрос времени, если Абуджа не возьмет ситуацию под контроль. Если правительство Нигерии продолжит позволять убийства христиан, США немедленно прекратят всю помощь и поддержку Нигерии и вполне могут вторгнуться в эту теперь опозоренную страну. Если мы нанесем удар, это будет быстро, жестоко и приятно. Точно так же, как террористические головорезы нападают на наших дорогих христиан. Предупреждение. Правительству Нигерии лучше действовать быстро.
Трамп поручил Пентагону готовить операцию и пообещал, что удар будет быстрым и жестоким, как атаки самих террористов. Министр обороны Пит Хексет уже подтвердил начало планирования. Интересно, что государственная коммуникация теперь происходит в соцсети Truth Social. Да, сэр, убийство невинных христиан в Нигерии и в любом другом месте должно прекратиться немедленно. Департамент войны готовится к действиям. Либо правительство Нигерии защищает христиан, либо мы убьем исламских террористов. Накануне Трамп потребовал от Конгресса расследовать сообщения о массовых убийствах христиан радикальными исламистами и включил Нигерию в список стран особой обеспокоенности. В Абудже отреагировали резко. МИД Нигерии отверг обвинения и заявил, что христиане в стране свободно исповедуют свою религию. Религиозная свобода и терпимость были основополагающим принципом нашей коллективной идентичности и всегда останутся таковыми. Нигерия выступает против религиозных гонений и не поощряет их. Но слова Трампа уже подняли ставки от дипломатического скандала до возможной военной операции. Ужаснейшая атака в британском поезде. В субботу вечером неизвестные с ножами набросились на пассажиров состава, следовавшего из Донкастера в Лондон. По меньшей мере 10 человек ранены, 9 из них в критическом состоянии. Инцидент произошел, когда поезд приближался к городу Хантингтон, недалеко от Кембриджа. На место прибыла вооруженная полиция и санитарная авиация, а также криминалисты с собаками. Нападение прекратилось, как только состав остановился на станции. 2 подозреваемых задержали прямо на платформе. В расследовании участвует антитеррористическая полиция. Первоначально власти объявили код «Платон» — национальный протокол реагирования на возможный террористический акт. Но позже его отменили. Мотив нападения пока не разглашается. Премьер-министр заявил, что глубоко потрясен случившимся и выразил сочувствие пострадавшим. Железнодорожная компания London North Eastern Railway подтвердила инцидент и предупредила о серьезных сбоях в движении поездов. Следствие ведется, но полиция пока воздерживается от предположения о причинах атаки. Британия вновь переживает тревожный вечер. 250 000 на улицу, скрытая безработица в России рвется наружу. К концу октября 254 тысячи человек оказались в простое, на неполной занятости или под угрозой увольнения. Это на 50% больше, чем летом, об этом говорят данные Минтруда. С начала года показатель вырос почти в 2,5 раза, с 98 до 254 тысяч. Главный удар пришелся по автопрому и связанным отраслям: производство двигателей, электроники и комплектующих. За 3 месяца число россиян на неполной неделе увеличилось в 2,6 раза, с 52 до 133 тысяч. Среди предприятий, где уже урезали рабочие часы, РЖД, Уралвагонзавод, ЛиАЗ, КАМАЗ и другие гиганты. В числе очагов простоя Самарская область, где АвтоВАЗ перешел на 4-дневку и отправляет опытных работников в уборщики. Ярославская, Нижегородская, Татарстан и Башкирия. В режиме простоя сегодня в основном педагоги, медики и металлурги. Еще сотни тысяч сотрудников работодатели планируют уволить в ближайшее время. Главным образом в бюджетной сфере, от муниципальных администраций до госбольниц. По оценке российских экономистов, всплеск связан с дефицитом региональных и муниципальных бюджетов. 2/3 уже столкнулись с обвалом доходов. Сам Путин летом признавал, под риском увольнения находятся почти 200 тысяч россиян. Сейчас этот риск стал реальностью. Новое поразительное открытие сделали в Госдуме РФ. Вячеслав Володин посчитал медиков. Обычно после таких подсчетов кого-то отправляют на фронт, но мы пока не знаем, будет ли так в этом случае. Во многих центральных районных больницах, особенно сельских, не хватает врачей и среднего медицинского персонала. Действующая система эти вопросы решает недостаточно эффективно. Надо не прятать голову в песок и вещи называть своими именами. Сегодня до 80% доходит у нас с вами дефицит кадров, особенно в небольших сельских районах. А если говорить о городах, 20-30 тысяч населения, до 50% дефицит. Володин вдруг обнаружил дефицит врачей в селах, Матвиенко, что в России не хватает гвоздей, Мишустин, что рулевые колонки в машинах китайские, Миронов, что пенсионерам не хватает денег на лекарства, Силуанов, что рост цен нельзя заметить, если ничего не покупать. Путин в финале всего этого обнаруживает, что рыба людям не по карману. Что нужно сделать в этом случае? Правильно, напасть на соседнюю страну.
Взрыв разорвал тишину Дня мертвых в Мексике. В считанные секунды обычный магазин Waldos в Эрмосильо превратился в руины. Погибли как минимум 23 человека, среди них дети. Еще 11 получили ранения. К сожалению, среди погибших есть несовершеннолетние. Я поручил всем ведомствам правительства штата оказать всестороннюю помощь – медицинскую, психологическую и социальную. Никто не должен переживать эту боль в одиночку. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум выразила соболезнования и пообещала поддержку родным погибших. Следствие склоняется к версии несчастного случая. По предварительным данным, взрыв мог произойти из-за неисправности электрического трансформатора, который был установлен прямо в здании магазина. Грань между жизнью и смертью размылась в Гаити. В субботу, 1 ноября, последователи Вуду отмечали праздник мертвых Фет-Геде. На кладбище Порто-Пренса они устроили церемонию в память о предках ушедших близких. 2 дня подряд на кладбищах по всей стране звучат барабаны, люди танцуют и приносят дары духам Геде, хранителям границы между миром живых и мертвых. Мы, как последователи Вуду, многие думают, что эта культура связана с чем-то злым, но в действительности в этом нет ничего плохого. Это культура, где все любят друг друга, где каждый хочет жить в мире и согласии. Конечно, есть люди, которые используют ее во зло, и есть те, кто следует ей во благо. Мы, практики Вуду, на светлой стороне, потому что в обрядах Вуду нет ничего дурного. Фет-Геде объединяет африканские корни и христианские обряды. Культ Вуду пришел на остров вместе с порабощенными африканцами и пережил века, оставаясь частью культурной души Гаити. Отдельное спасибо, что досмотрели до конца. Спасибо за ваше доверие. Жду развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно, чтобы нас становилось больше. На этом пока все. До новых встреч и хороших вам новостей.